Терпение Москвы к Западу закончилось, цели будут достигнуты любой ценой. Рютте устроил медийную победу Украины вместо реальных новостей с фронта. Победа Киева не состоялась, у Зеленского серьезные проблемы. Немцы вышли против собственной власти, и это только начало. Всем привет! На связи очередной выпуск с главными новостями дня. Все, что не попало в кадр, в нашем телеграм-канале по ссылке ниже. Не забывайте про лайк и подписку, а я начинаю. Заявление Украины и ее западных кураторов о готовности к дипломатическому урегулированию – это ширма. Обычная попытка потянуть время. Пока в Брюсселе и Вашингтоне говорят о переговорах, Киев параллельно продолжает выбивать у спонсоров новые партии оружия и очередные транши финансовой помощи. Одно другому не мешает. Так выглядит эта игра на два фронта. Об этом прямо заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва окончательно исчерпала лимит доверия к западным партнерам. И повторять эту фразу больше не намерена. Действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации. Российская сторона напомнила, компромиссы уже были и не один раз. Реальные договоренности находили в 2014, в 2015, в 2019 годах. Каждый раз они выглядели рабочими, и каждый раз их цинично срывали одни и те же европейские и американские политики. Причина всегда одна – продолжение милитаризации Украины любой ценой. По сути, каждая такая договоренность становилась для Запада не финалом, а паузой перед новым витком поставок. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, в 2015 году, в 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом. Они оказались ложными. Ну и точно так же в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад. Открыто и публично. А вы верите, что после стольких сорванных договоренностей еще возможен диалог? Напишите свое мнение в комментариях. Пока Зеленский клянчит очередные пакеты военной поддержки, Лавров дал понять предельно ясно. Россия больше не пойдет на поводу у пустых деклараций. Любые уловки и попытки навязать свои условия, по его словам, теперь бессмысленны в принципе. Прежний формат диалога, основанный на доброй воле, пересмотрен полностью и пересмотрен окончательно. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно. Позиция Кремля остается неизменной. Никакая имитация мирного процесса со стороны Зеленского и его союзников не заставит Москву отступить от своих целей. Все задачи, поставленные руководством страны, будут выполнены в полном объеме, вне зависимости от того, сколько еще раундов дипломатической показухи устроит Запад. Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достижение целей, которые были поставлены еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел. По сути, это уже не заявление ради заявления. Это черта, после которой формат общения с Западом меняется полностью. И теперь, похоже, никакие переговоры больше не спасут Зеленского. Запад никак не может успокоиться. Продолжает штамповать победные реляции, у которых одна цель – поддержать нужный медийный градус. На этот раз порцией ничем не подкрепленного оптимизма отличился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его заявления рассчитаны исключительно на красивую картинку в западных СМИ. К тому, что прямо сейчас происходит в реальности, эти слова не имеют почти никакого отношения. Пока для Украины на фронте складывается крайне тяжелое положение, глава НАТО пытается переключить внимание аудитории. Убедить всех, что у Путина якобы начались огромные проблемы внутри страны из-за ударов украинских беспилотников. Но то, что мы действительно знаем, это экономика, как вы говорите. Она находится в трудном положении. Украинцы очень успешно продвигаются вглубь России по энергетической, а также оборонной промышленной инфраструктуре. Чтобы придать своим словам хоть какой-то вес, Рютте начал рассказывать, как откровенно плохо сейчас в России на заправках. По его словам, из-за этого страдает вся экономика страны.
Сейчас вы видите, что рядом с автозаправочными станциями в буквальном смысле устанавливаются мобильные туалеты, потому что людям приходится проводить всю ночь в своих автомобилях. Да. Вот и наступил конец, и это оказывает влияние на экономику. И вот вопрос. Если у генсека НАТО главный аргумент про экономику целой страны – это туалеты у бензоколонок, насколько вообще серьезно стоит воспринимать остальные его заявления? Однако на этом фантазии генсека не закончились. Пытаясь замаскировать реальный кризис в рядах украинской армии и удержать спонсоров от паники, Рютте озвучил дежурные цифры о якобы колоссальных потерях российской армии – 30 тысяч молодых мужчин. Кроме того, мы знаем, что он теряет около 30 тысяч своих людей, в основном молодых людей. Так что он готов пожертвовать этими молодыми людьми. И это, конечно, ужасная история для их семей. И то, что происходит, очень печально. На самом деле весь этот информационный шум лишь подтверждает одно – Запад не заинтересован в мирном соглашении по Украине. Любой прочный мир прямо сейчас мгновенно обнулит всю их многолетнюю антироссийскую риторику. Западные элиты десятилетиями выстраивали свое политическое направление против России. Теперь они готовы рассказывать в эфире что угодно, лишь бы не заканчивать этот конфликт. По сути, туалеты у бензоколонок и цифры про потери – это не анализ ситуации. Это попытка удержать нарратив, который трещит по швам с каждым днем на фронте. Европейские лидеры живут в мире иллюзий, игнорируют то, что происходит на Земле и в небе прямо сейчас. Европа продолжает рассказывать себе сказки про скорую победу Украины, но реальность уже ломится в дверь. На фронте ситуация для Киева ухудшается с каждым днем. Деньги задерживаются, противовоздушная оборона трещит по швам, а Трамп, по оценке журналистов, уже не обещает Зеленскому спасения, он над ним откровенно издевается. У Киева дела плохи. Деньги тоже становится не так легко выбить, как раньше. Международный валютный фонд до сих пор не выплатил Киеву плановый транш почти на $700 миллионов. Деньги должны были поступить еще 1 июня. Выплата задерживается уже больше, чем на месяц. Точная дата рассмотрения вопроса по-прежнему неизвестна. В фонде лишь повторяют, что решение будет в ближайшие недели. Если даже собственные спонсоры тянут с выплатами, о какой поддержке до победного конца вообще может идти речь? На этом фоне особенно унизительно прозвучала история с Трампом и Патриот. Смысл простой. Обещать Украине производство ракет для Патриот – это не помощь здесь и сейчас, а красивая пустышка на годы вперед. Такие проекты не запускаются по щелчку пальцев. От момента запуска производства до реальных поставок могут пройти годы, а фронту нужны решения сегодня, а не в теории. Итог для Зеленского получился сокрушительный. Европа делает вид, что Украина побеждает, хотя западные аналитики уже открыто говорят о потере Донбасса. Трамп не спасает Зеленского, а играет с ним в унизительную комедию. Обещания по Патриот выглядят как билет в далекое будущее, которого у Украины может просто не быть. По сути, каждое новое громкое заявление западных союзников только подчеркивает одно – реальной помощи все меньше, а красивых слов все больше. И чем дальше, тем очевиднее становится разрыв между обещаниями и тем, что происходит на самом деле. Нарратив о русской угрозе перестает работать. Немцы выступили против перепрофилирования гражданской фабрики в военное производство. В результате активисты вышли на улицы Берлина с лозунгами против милитаризации немецкой столицы. Правительства западных стран, которые годами пытались натравить свои народы против России, терпят провал. Особенно заметно это в Германии. Министр обороны страны Борис Писториус ранее заявлял, что Берлин планирует создать мощнейшую армию в Европе – 460 тысяч солдат. Планы были рассчитаны до 2035 года. Однако после одного из первых опросов провал правительства стал очевиден. Из 300 тысяч анкет, разосланных молодым немцам обоих полов, готовность служить выразили лишь 530 человек. Если из 300 тысяч откликнулись всего 530, о какой мощнейшей армии Европы вообще идет речь? Теперь немцы решили высказать свое недовольство милитаризацией страны куда более жестко. На улице немецкой столицы вышли противники перепрофилирования гражданских фабрик в военные производства. Люди, которые еще недавно работали на выпуск мирной продукции, отказываются становиться частью военной машины своего же правительства. В итоге полиция разогнала митингующих. Картина, которая еще пару лет назад в Германии казалась немыслимой. Похоже, до людей начинает доходить, что их водят за нос. Обещания про угрозу с Востока перестают убеждать тех, кому предлагают идти служить или превращать свои заводы в оружейные цеха.
Правительство рисовало армию будущего на бумаге. Реальные немцы на эту бумагу не откликнулись. А те, кого это коснулось напрямую, вышли требовать обратного – оставить фабрики гражданскими, а армию на бумаге. По сути, это уже не единичный протест, а первый явный сигнал. Политика милитаризации в Германии сталкивается с сопротивлением собственных граждан. И дальше таких историй, судя по всему, будет только больше. Подведем итог того, что успело произойти сегодня. Лавров обозначил предел терпения к Западу и дал понять, что дипломатические игры больше никого в Москве не впечатляют. Рютте тем временем пытается удержать нужную картинку, рассказывая про туалеты у бензоколонок и мифические потери, хотя реальность на фронте говорит совсем другое. Пока в Брюсселе рисуют победу на бумаге, у Зеленского тают и деньги, и обещания. МВФ тянет с траншем, а Патриот остается красивой историей на годы вперед. А в Берлине тем временем собственные граждане уже вышли против политики своего же правительства. Разрыв между тем, что говорят со сцены, и тем, что происходит на земле, только растет. И сегодняшний день это в очередной раз подтвердил. Делитесь мнением в комментариях, я все читаю. Не забудьте лайк и подписку, а за материалами без цензуры в телеграм-канал, ссылка под видео. С вами был Медиашот, увидимся в следующем выпуске.